Всем привет! Особенно ракам. Сегодня посмотрим деньги и карьера, что в январе раков ждет. Давайте в долгий ящик, я думаю, откладывать не будем. Сразу начнем расклад. Итак, раки. Что ждет на работе? Ну, знаешь, тут без фейерверков. Но зато очень показательно, потому что, знаешь, идет такая тема, что ты будешь держать то, что есть, и закрываться от лишних людей в январе, я имею в виду. Никаких увольнений тебя не ждет, никаких резких поворотов тоже нет. Место у тебя крепкое, так скажем. Ты прям цепляешься за вот эту стабильность, конечно же, отпускать ты не собираешься. И при этом, знаешь, такое ощущение, что ты там как сама по себе. То есть, объясню, вот коллеги живут своей толпой, да, так скажем. У них какие-то свои приколы, свои переписки, свои созвоны, возможно, свои какие-то чаты, а ты больше вот как в своем углу. Ну, там, со своими мыслями, со своими задачами и так далее. Но не потому, что тебя выживают, нет, а потому, что тебе самой уже надоело вот это пустое общение и сплетни. Ну, ты против вот этого ерунды вот этой. И в январе ты сознательно уходишь от вот этой болтовни, движухи. То есть ты выбираешь тишину и свои дела. И знаешь, вот эта, как сказать, рутина, она будет плотная. То есть отчеты, таблицы, проверки, допилки вот этого того, что тянется с конца года. Ну, допилки, это в смысле, допилить это я. Блин, если вы меня слушаете на другом языке, не на кураптоновском, то, я не знаю, поймете, не поймете. То есть доделывать. Ну, доделывать будете работу. Ну, ничего супер нового такого по функционалу нет. Тот же выбор обязанностей, просто, знаешь, больше акцент на аккуратности и вот аккуратных мелочах. Ты будешь все проверять, перепроверять, пересчитывать, пересматривать, вот потому что внутри сидит страх накосячить. Ну и потерять, соответственно, вот это тихое место. Из-за этого ты можешь брать на себя больше, чем надо. Типа, я сама сделаю так спокойно. Как ты забыл, как поговорка. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай его сам. Вот это вот твоя поговорка на январь. Руководство, вот это все начальство в январе особо к тебе лезть не будет. Сверху не будет ни новых задач, никаких предложений роста. Вот такое ощущение, что все после новогодних праздников выдохлись. И просто тянут вот этот месяц, ну, в январе я имею в виду, в эконом этом режиме. Но это и плюс, и минус. Плюс в том, что тебя никто не трогает, можно спокойно, как говорится, разгрести хвосты. А вот минус в том, что ощущение будет, что ты застряла. Ну, развитие ноль, дни друг на друга похожи. Все как будто вот с новогодних праздников никак отойти не может. И ты поймаешь такое ощущение одиночества и пустоты вот именно на работе. Типа вот приходишь, отрабатываешь, уходишь. Ни радости, ни интереса, ни хрена. Это не история, то, что все развалится, нет. Это история, что вот все зависло, все стоит. И тут важный момент. Январь, он тебе покажет, насколько ты сама готова сидеть в таком формате дальше. Потому что вот формально все нормально. Место есть, деньги дают, скандалов нет. Но внутри ты понимаешь, что за это спокойствие ты платишь вот этим отрезанным общением, усталостью от людей, ощущение, что ты одна все тянешь. Вот как бы, вот да, правильно, вот я вот зацепился за это, вот как будто ты
как будто ты бурлак на Волге. Видела же картину? Я ее много раз, к примеру, привожу. Вот смотри, видела же картину «Бурлаки на Волге»? Там несколько мужиков тянут корабль. Вот ты как будто будешь одна. Понимаешь? Ну, ощущение я имею в виду такое. Январь, он как будто подводит тебя к честному разговору с самой собой. Типа, знаешь, вот я пока держусь за эту работу, но мне так вообще жить неинтересно. Или я осознанно беру паузу, чтобы потом, как говорится, шагнуть дальше, или продолжаю, как говорится, страдать. Вот так скажем. Что с деньгами? Ну, январь не про халяву для тебя. И также не про удар по кошельку. Нет, январь — это медленный старт чего-то своего, что ты давно в голове у себя крутишь. Тут вот, знаешь, прям видно, что основная сумма идет вот, ну, по привычной схеме, да, без сюрпризов, а параллельно ты запустишь какое-то малюсенькое новое свое дело. Не мечту всей жизни, а вот что-то конкретное и земное такое. Типа вот отдельные заказы, свои консультации, ну, мелкие услуги, понимаешь? И ты уже не просто будешь об этом думать, а вот реально потихонечку начнешь делать. Еще раз повторяюсь, это не взрыв бизнеса, да, такой вот все, я врываюсь в бизнес, все дела. Нет, у тебя вот потихонечку начинаешь. Договариваешься с первым человеком, выкладываешь первый пост, тестируешь свой формат. Суммы там не будут огромными, они небольшие, но очень показательны. Показательны вот именно тому, как ты к этому относишься. То есть ты не раскидываешься, а вот подходишь аккуратно. Считаешь там, что выгодно, что невыгодно. Еще раз повторяю, это не вспышка и не какой-то там одноразовый заработок. Нет, это именно задел на будущее. И в январе у тебя, знаешь, фаза такая, когда ты уже посеяла семечки, да, и теперь вот смотришь, куда вкладывать силы дальше. То есть семечки, они еще не проросли, ну, ты не будешь же стоять на грядку смотреть. Вот примерно так. Траты тоже под контролем у тебя. Не шикуешь, не разбрасываешься, больше думаешь, нужно ли тебе реально вот это все, или просто хочется, как говорится, купить, потому что устал. Вот примерно вот так. Вложиться можешь во что-то для работы или для своего нового дела, там, обучение, техника, программа, материалы. Тут нет вот этого «я солью все». Тут, знаешь, как вот взяла то, что можешь дальше, на чем ты можешь дальше зарабатывать. И знаешь, очень четко идет момент, что ты сама начинаешь чувствовать связь между своими действиями и деньгами. Понимаешь? То есть у тебя будет вот это вот не повезло или там сверху упало, а вот именно я сделала шаг и получила результат. И чем спокойнее ты в это вкладываешься, без ожидания вот этого золотого дождя, не хочу говорить, как сказать, вот этого вот, пофигу, золотого дождя, кто как думает, тот так и пусть думает. То есть без ожидания вот этого золота, да? Вот чем меньше ожидаешь вот этого золота, тем крепче у тебя потом работа на эти встанет, на рельсы, понимаешь? Январь, ну, для твоего кошелька это как проверка терпения. Доход есть, он держится, но без скачков. Ни в минус, ни в плюс. Зато ты запустишь ресурс, который начнет отдавать тебе позже. Если сейчас, конечно, не бросишь все на полпути, не скажешь «мало, значит, не мое, хочу миллиарды сразу». И здесь вот как раз важно не ждать мгновенного вот этого вау-эффекта, понимаешь? А честно дорабатывать начатое, даже если пока прилетает только там, ну, скажем так, копеечки, да. Какой совет? А тут совет даже не нужно трактовать. Не тащи все в одиночку и не сиди в своих мыслях, а заходи вот
в живой контакт. И через него запускай новые дела. Тебе, знаешь, тебе прям нужно позволить себе опереться на людей, с которым у тебя нормальное человеческое доверие, да, с которым симпатия есть. Не так, что ты вот бежишь к кому попало, да, а именно к тому, с кем у тебя уже, ну, есть вот это нормальное общение, чувство, что он тебя реально слышит, этот человек. Потому что в январе важно не замыкаться, типа работа, я сама ее все решу, я сама все сделаю. Нужно говорить вслух о своих идеях, о своих планах. У тебя мысли есть, где можно подзаработать или как работу изменить там в более живой формат. И это не должна быть какая-то тайная мысль в голове, понимаешь? Озвучивай. Ее надо проговорить с тем, кто может стать тебе в будущем партнером, ну или проводником. Это человек, который, знаешь, в чем-то уже дальше тебя может быть. Лучше, как говорится, шарит в продажах, да, в клиентах, в настройке услуг. Но прикол в том, что он к тебе настроен по-человечески, без вот этого зазнайства. И совет: объединяйся и запускай. Не вот это вот пообсуждать за кофе, да, кофе. Я знаю, что так не говорится, но в кураптоновском языке можно пить кофем баловаться и так далее. То есть не нужно вот за кофе там с ним поговорила и разойтись, а вот реально договориться о конкретном шаге. Там совместный проект, совместная услуга, какая-нибудь взаимная рекомендация, возможно, обмен базы даже. Знаешь, что-то в этом духе. У тебя сейчас вот хороший момент, когда через вот такие живые договоренности тебе может зайти новая энергия в работу, в деньги и так далее, понимаешь? То есть в то, что тебя кормит. Плюс еще, знаешь, важно впустить в тему заработка, ну, вот эту вот радость, что ли, потому что тебе радости не хватает. Просто вот, как сказать, огонек есть, но абы-кабы. Вот так вот скажу. Не относись к деньгам как к вечной головной боли, а вот разреши себе получать кайф от самого процесса. Там, от общения с людьми, от новых задач, от того, что ты делаешь что-то живое и интересное, а не только потому, что надо что-то кушать. Когда у тебя установка «надо что-то кушать, поэтому я пойду бурлак на Волге один потяну этот корабль», то, ну, так себе. Ты просто перегоришь быстро. А когда ты выбираешь дела, от которых тебя реально зажигает, а не просто терпишь ради вот этой стабильности, у тебя очень быстро мотивация поднимется, да, и вместе с этим потянутся деньги. Тут прям ключ. Не сидеть в своем мире, а открыться нормальному вот этому, как сказать, не дружескому, а партнерскому общению. И на вот этой основе запускать новый огонь в работе. То есть не жди приглашения, а сама выходи с инициативы. Обязательно подписывайся на канал, жмяк на колокольчик и помни, дед с тобой рядом.